дорогие подписчики канала «Взрослые дети». Сегодня мы с Валей и Тёмой будем делать танк. Для этого нам понадобится вот такая вот деревяшка и такая деревяшка. Да, я покажу пока. И такая линейка. И такая. Это у нас тоже. Танк будет у нас деревянный. И карандаш еще будет у нас. И простой. красивый. Тёме он понравился. И Вале. Мы сделали такой с Владиком в школу. А теперь будем делать такой же самый, но красивее домой. Да. Тёме и Вале в игрушки, да? Не надо. Тёме. А Вале потом будем когда-нибудь куклу сделаем деревянную, да? Да, когда-нибудь. Все у нас готово. Да. Приступим к делу. Так, какие инструменты? Перечисляем. Смотрим сюда. Это отвертка. Упала. Карандаш. Линейка. Деревяшка. И рулетка такая. И шкурка. Шкурка шлифовальная. Шлифовальная. Что еще нам понадобится? Еще нам понадобится это шуруповерт. И лобзик, сверла и баллончик. Меня будет А что в баллончиках? Баллончика там краска. В баллончиках краска. И еще вот это. Красная и серая. Да. Вот это еще. Еще понадобится нам Вот что. фортуна, да? Да. Для того, чтобы... Все у нас собрано. Да. Теперь приступим к работе. Да. Итак, начнем. Итак, начнем делать танк. Для этого берем деревянный брус и делаем его разметку. Что для этого нам понадобится? Понадобится карандаш, рулетка и линейка. Отмеряем корпус танка на одном брусе 10 сантиметров карандашиком. Проводим линейкой разметку. И отмеряем 12 сантиметров на другом брусике. И получается у нас что? Гусеницы. Гусеницы танка. Отмеряем и начинаем пилить. Для этого нам понадобится лобзик. Начинаем пилить. Это не меня. Итак, получилось 3 части, которые будут потом танком. Да. Основная часть будет корпусом танка. И 2 эти части будут гусеницами. Мы их потом скрепим. Вот будет Так. часть танка. И получится танк. Танк. Теперь нужно сделать гусеницы. Для этого мы сделаем, отметим закругление на бруске. Можно приложить циркуль или любой круглый предмет. Но так как мы умеем хорошо рисовать, сделаем это на глаз. Правильно, Тём? Да. Ребят, учитесь. Кто учился, напишите в комментарии. 2 гусеницы. Ребята, учитесь, большие и маленькие. Да. Отметив закругление, начинаем отпил. Отпил, да. Чем? Лобзиком. Пилим. Вот гусеницы готовы. Потом мы их обработаем шлифовальной шкуркой. Тёма мне поможет в этом. И сейчас приступим. Тёма, иди сюда, не отвлекай только. Бери шкурку, неси сюда. Положи. И сейчас сделаем кабину танка. Башню танка. Берем рулетку. И карандашиком аккуратненько отмечаем 5 сантиметров. Прилаживаем рулетку. И пилим чем? Электролобзиком. Очень нужная вещь в доме.
кабины. Теперь начнем к обработке деталей шлифовальной шкуркой. Для этого берем в левую руку шлифовальную шкурку, в правую берем деталь и начинаем тереть. Тёма нам покажет, как это делается. Вот Так, так. все уголочки, давай показывай сюда на камеру. Запчасти наши готовы. Теперь будем делать ствол танка. Для этого берем будущую кабину, берем Кисточку. ручку старой кисточки, острый нож и отрезаем кусочек кисточки. Можно использовать веточку с дерева, если она есть. Сейчас на улице зима, и нам не хочется лазить по деревьям. Надь, что будем делать? Гулять. Мы работать будем. Работать. Дело мастера Боится. боится. Отрезали кусочек кисточки. Это будет наш будущий ствол. Капельку ее ножом заточим. То место, где пушка будет вставляться в башню танка. Ствол готов. Дай. Теперь нужно сделать отверстие по диаметру ствола будущего А как мы это и делаем? вклеить его сюда. Для этого нам пригодятся сверла, набор. Я буду это... Подберем подходящего диаметра и будем сверлить дырочку. Подобрал сверло, вставляем его в шуруповерт. Шуруповерт ставим в режим сверления. Карандашом отмечаем середину башни, чтобы было красиво. Рулеточкой ищем середину. 2 сантиметра получается процент, так? Берем шуруповерт и сверлим дырочку. Аккуратненько. Меряем, как подходит ствол. Заходит плотно. Теперь берем клей ПВА. Покажи в экран, какое что у нас получилось. Вот. Как будто на молоток. Похоже на молоток, да? Ага. Покажи ближе в камеру. Ладно. О. Вот так вот, вот так. Похоже на молоток, да, Тёма? Ага. На самом деле это что у нас? Танк. Кабина Кабина. танка. О, я уже нашел. Вот, смотри. Вот такая она и будет. Берем кисточку, Да я. смачиваем ее в клей. Я буду. Тёма, сейчас пальчики сейчас заклеишь. И мажем обратную часть ствола танка. Я буду. Клеем ПВА. Плотненько Я. вставляем, чтобы не выпало. Не выпал ствол танка. И ждем, пока он подсохнет. А что мы сейчас будем делать? Что нужно теперь А делать? я же Что теперь нужно делать нам? Теперь будем Да. все скручивать в кучу. Прикручивать будем гусеницы к корпусу танка. Для этого что нам понадобится? Шурупы. Шурупы. Шурупы у нас есть целый набор. Большая куча. Видишь, какие шурупы? Покажи сюда ближе. Целая куча шурупов. У нас набор есть. Подберем подходящий и прикрутим. Теперь осталось что сделать? Прикрутить. Собрать танк в кучу. Кучу. Как будет тут дело? Значит, берем сначала корпус танка. Что это? Гусеницы. Гусеницы. Прикладываем к корпусу танка на одинаковом расстоянии слева и справа. Берем дрель с тоненьким сверлом. Для нашего шурупчика, покажи шурупчики, какие у нас туда на камеру. Ладно. Шуруп. Нам понадобится 4 шурупчика для
того, чтобы прикрутить гусеницы. И 5 для башни. Сверлим дырочку аккуратненько. Теперь крепим. Что крепим? Башню танка. Примерно находим центр башни. Не отвлекайся, Тёма, иди к нам помогай. По диагонали находим центр корпуса танка. Рисуем здесь крестик. Прикладываем. Сначала просверливаем дырочку по центру будущего танка. Вот кабина на месте, она поворачивается. Тёмочка, иди сюда. Что будем тебя делать? Красить. Какой цвет ты хочешь? Красный. Красный цвет? Да. Берем Дай баллончик. красную краску, мешаем ее. Мешай, мешай. Чтобы краска хорошо перемешалась, была одного цвета, и получился красивый красный танк. Ну вот, танчик готов. Мы его собрали, покрасили. Покрасили красным цветом. Красным цветом. Перед тем, как покрасить, мы хорошо перемешали баллончик. Угу. Вот так вот мешать. Тёма мешал. Покрасили мы на газетке, чтобы не было грязи нигде, краски внизу. Теперь, после высыхания первого слоя, покрасим вторым слоем красным. И приступим к выжиганию танка. Так, после того, как танк высох красной краски, проводим его раскрашивание, то есть выжигание элементов танка выжигателем. Сначала простым карандашом проводим разметку колес на танке с помощью подручных материалов. Это крышка из-под газировки. И маленькие колеса — это катушка из-под швейной машинки. Проводим карандашиком разметку. Элементов танка. Присядь ко мне. Берем выжигатель времен СССР с чебурашкой. Да я хочу. Ждем, пока жало выжигателя не нагреется до красного состояния. И аккуратными движениями проводим выжигание элементов
танком. Да. Да. Что у нас получилось? Танк. Танк. Красивый? Да. Красный танк. Танк, да. Тёмина мечта сбылась. Угу. Вот такой он красивый получился. Красочка финишка. И мне когда-нибудь куклу сделали. Когда мы с Тёмой научимся, мы научимся делать куклу, Валя. Красивую куклу. Розовую. Да, деревянную и розовую. Теперь такой танк есть не только у Ладика, но и у Тёмы. И у Тёмы такой же Тебе одинаковый. нравится? Он бери. Что мы скажем нашим друзьям и подписчикам? Спасибо, что вы смотрите нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Взрослые дети. Да, взрослые дети. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Пока.